Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу, как приготовить воздушные рогалики с орехами и корицей. Хрустящие края, мягкое тесто, аромат корицы и секретный ингредиент, который делает их необычными. Готовьтесь, будет вкусно и неожиданно. Приготовим тесто. К просеянной муке добавьте сахар, щепотку соли, разрыхлитель и холодное сливочное масло, нарезанное кусочками. Порубите в крошку в блендере или вручную. В получившуюся крошку вмешайте холодную сметану, у меня 22% жирности. Далее замесите тесто, вначале в миске, а потом на коврике. Долго такое тесто не вымешивается, необходимо собрать всю муку и крошки. Тесто должно получиться мягким, не липким. Далее для удобства разделите тесто на две части. Из данного количества ингредиентов получается около 600 граммов теста, по 300 граммов каждая часть. Заверните в пленку и уберите в холодильник. Охлаждайте минимум 30 минут до 2 часов. Это отлично работает для лучшего раскатывания. Можно сделать заранее, тесто хорошо хранится в холодильнике до 2 дней. Можно заморозить порционно и использовать позже. Приготовим начинку. Взбейте белок щепоткой соли до пены. Постепенно добавляйте сахар по 1 ложке, взбивая до устойчивых пиков и глянцевой массы. Предварительно обжаренные грецкие орехи измельчите, но не до муки, а так, чтобы оставались кусочки. К орехам добавьте подготовленное безе, корицу, при желании ванильный сахар или каплю ванильного экстракта и аккуратно перемешайте ложкой, не миксером. Охладите начинку перед выкладыванием. Сформируем рогалики. Достаньте первую часть теста из холодильника и раскатайте в круг толщиной 2-3 мм. Диаметр круга у меня получился 30 см. Нарежьте круг на 12 секторов треугольников. Я для того, чтобы все рогалики были одинаковые, наношу вначале метки, а потом разрезаю при помощи ножа для пиццы. Можно разрезать круг на 8 или 16 секторов для крупных и мини-рогаликов. На широкую часть каждого треугольника выложите начинку по одной с верхом чайной ложки. Я для удобства начинку делю сначала на 2 части, потом каждую часть на 12. Подогните края и сверните в рогалик от широкого края к узкому. При сворачивании слишком нажимать не нужно. Переложите на противень узким концом вниз, чтобы рогалик не разворачивался. Таким образом сформируйте все рогалики. Аналогичное действие повторите со второй частью теста. В итоге получится 24 рогалика. Выпекать рогалики в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут до легкой золотистости. Я выпекаю 15 минут на среднем уровне и 10 минут на верхнем уровне в газовой духовке с нижним подогревом. Достаньте рогалики из духовки, дайте немного остыть и посыпьте сахарной пудрой. Рогалики получаются очень пышные. Белково-ореховая масса при выпечке слегка поднимается и дает приятную хрустящую структуру внутри. Приготовьте эти вкусняшки, и вы не сможете остановиться, поедая эти рогалики. Друзья, всю информацию о рецепте вы найдете в инфобоксе под видео. Если вам понравилось, подпишитесь и поставьте лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе моих новых видео. Ну а я, как всегда, желаю вам всего доброго, благодарю за просмотр и, конечно же, увидимся. Ну что, Лиза, дегустируем? Да. Давно мы с тобой не дегустировали, да? Это да. Ну давай, вот, что мы, вот этот? Так, а мне давайте вот этот, который я уже разломила. Вот так вот.
Ну, попробуем? Попробуем. Давайте. М, Тесто такое рассыпчатое, да? Да, тепленькие, еще не Или остыли. не остыли, теплое. А тесто такое песочное, мягенькое. Да, А начинка как тебе? супер. Обожаю грецкие орехи. Грецкие орехи с меренгой. Да. Она при выпечке немножко так приподнялась, они такие пухленькие получились. Да. Кстати, люблю такую выпечку с молоком. Обалденно получается. А лучше с простоквашей. А, с простоквашей вчерашней нашей. Ну, Да. с чем-то молочным, да? Да. Очень хорошо сочетается. Так орешки похрустывают хорошо. М, Класс. В теплом виде вообще классно. Ну вот, целая тарелочка рогаликов. Супер. Супер. Да. Можно и повидло сюда положить, наше яблочное, которое мы недавно готовили, да? Тоже класс будет. Думаю, да. А можно повидло, а сверху еще орешек. Это будет замечательно. Ну, приятного аппетита. И вам тоже.